Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду говорить об очень любопытном, интересном и свежем таком законопроекте, который только-только вот поступил на рассмотрение в Госдуму. Хотят штрафы вводить за оскорбление чувств женщин. У женщин много чувств, и мы, в принципе, можем догадаться, к какой части населения это будет, к какому полу относиться. Но почему забывается про чувства мужчин, про их права? У них вообще тоже это есть. Я вот за последнее время, мне не попадалось на глаза какой-то новый законопроект об интересах мужчин, о том, что у них что-то не так. И сейчас я считаю, что женщины в очень хорошем положении находятся, они правят балом, у них все хорошо, постоянно какие-то новые законопроекты, которых только возвышают и возвышают. Там у некоторых уже корона, она в целом вообще до облаков уже там застряла. Но все выше и выше поднимают, а мужчин все ниже спускают. То есть если мужчина к определенной какой-то когорте не относится, обеспеченный, хорошо, даже больше, выше, тогда женщина будет, или там социальный статус у него, тогда женщина будет уважать его, и то до того момента, пока мужчина поставляет ей все, что ей нужно. Когда перекрывает кислород, то все, женщина сразу в утиль может списать. Ну, в общем, у мужчины это снижается по ее там тоже взглядам. А вот если говорить про обычных вообще мужчин, которых, естественно, большинство, то они вообще находятся где-то очень низко. Женщина высоко, мужчина низко. И начиная от просто вот отношения, вообще как женщина сейчас относится к мужчине, и переходя к права мужчин, вообще в целом сейчас почти прав-то нету, никаких вообще, ни на женщину, ни на свое мнение, да ни на что, ничего у мужчин сейчас нету. И заканчивая юридическими какими-то моментами, алименты, дети, развод, в общем, вот это все. И в этом есть большая несправедливость. Об этом я сегодня буду говорить и скажу сегодня про блогерскую деятельность. Это я решила связать сегодня в этом видео, потому что в публичном пространстве много сейчас говорится о том, что у женщин какие-то, в общем, да, и законопроекты для женщин, и проблемы якобы, что мужчин сейчас много, которые там и нарциссы, и избивают, и что только, в общем, не делают бедные женщины, а получается, что про какие-то мужские проблемы, особо как-то не освещаются, и, в общем, эта информация особо как не протекает. И поэтому я продолжу, все-таки я стала недавно об этом говорить, это не набирает каких-то больших просмотров, но тем не менее я считаю, что это важно об этом говорить, и пусть это небольшое публичное пространство, но все-таки оно есть. Скажу сегодня свое мнение. Что я думаю про блогеров? Я не считаю себя блогером. Некоторые считают, что это бесполезные люди. Всех не будет в публичном пространстве. Никто плакать не будет, как некоторые артисты. Вот они исчезнут, и все забудут про них. И у меня есть свое мнение по этому поводу. Вот. Что ж, значит, я себе тут немножечко выписала. Меня ругают за монтаж. Сегодня будет лайт программа, просто как есть, без монтажа вообще. Значит, в Госдуму поступил законопроект. Проект этот от партии депутатов фракции «Новые люди». Согласно законопроекту, за публичную пропаганду модели поведения, ограничивающие женщин в правах на образование, на труд, на общественную деятельность, будет вводиться штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Но я думаю, что по размеру штрафов понятно, насколько это все очень серьезно. Это вот есть такие законопроекты, которые
мы как бы показываем, что ай-яй-яй, это ругать женщин, это очень плохо. Вот, что плохая женщина, это очень плохо. Мы как бы занимаемся вот этим делом, мы смотрим, мы волнуемся. Вот. Но, в общем, это как с разводом. Да, не надо никуда ходить, мы, в общем, за семью, но развод стоит 5000 рублей. Вот когда, как в некоторых странах, за нарушение правил дорожного движения, когда ты превысил скорость и ты заплатишь 40 000 рублей свои кровные, тогда ты на всю жизнь запомнишь, что ты делать этого больше не будешь. Есть, конечно, в этом и минусы, и плюсы. Сейчас я не буду об этом говорить, но тем не менее, да, то есть размер штрафа, мы понимаем, насколько все это очень-очень серьезно. И, значит, почему вообще стали об этом говорить? В последнее время в публичном пространстве госслужащие стали частенько себе позволять дискредитировать женщин, их роль в обществе, якобы, что им не нужно получать высшее образование, потому что у них самая главная роль их это рожать и заниматься воспитанием детей. И вот здесь вот, значит, законопроект вносит изменения в Кодекс об административном правонарушении и дополняется новой статьей 6.37. Публичные призывы, направленные на дискриминацию женщин в конституционных правах там, и так далее и тому подобное. В общем, обижать девочек очень плохо. Все это поняли. Но это все, конечно, очень-очень интересно, но когда все-таки мы будем говорить о том, что обижать мальчиков тоже очень плохо. Я все-таки считаю, как некоторые здравые люди, что эмансипация, которая к нам пришла с Запада, она навредила и мужчинам, и женщинам, и дальше продолжает вредить семье и вообще традиционным ценностям. Потому что здесь идет очень большой перекос, когда женщина захотела делать все, решать все и быть главным звеном во всем. Но при этом в чем большой перекос? В том, что женщина при всем этом хочет оставаться слабой, хочет, чтобы были всякие какие-то вот с мужской стороны в ее сторону, ну, какие-то мужские там поступки, дела. Я сейчас так на очень обычном таком языке говорю. А не получается. Ломается здесь система и весь вот этот пазл, собранный уже очень давно, когда была ясная роль женщины и ясная роль мужчины, когда мужчина все-таки возглавлял семейство, и когда женщина, ну, даже не сколько надо возглавлять, а просто каждый должен следовать своим ролям. У женщины это женская роль, во всем быть женщиной, а у мужчин это мужская роль. И вот сейчас получается, что со всеми законопроектами, инициативами, проект, ну вот всем, да, вот всем этим остальным еще больше добавляется веса женщинам. Повторюсь, я не считаю, что сейчас женщины находятся в таком, может быть, в каких-то определенных регионах, где действительно главный мужчина остается еще, и у женщин вообще нет никаких прав, ну там на уровне, ну не знаю, там на уровне там не человека, да, хотя я не знаю, в современное время еще такое вообще осталось. Да, вот. По поводу, смотрю я на время, по поводу блогерской деятельности уже надо мне закругляться, я только начала. Вот в чем проблема.
Считаю ли я, что вот хотелось бы, да, хотелось бы отметить, что очень хочется заняться тем, чтобы какие-то законопроекты были для мужчин, чтобы была какая-то поддержка и мужчинам, и не было большого перекоса только в интересах женщин. Повторюсь, это большая несправедливость. По поводу блогерской деятельности. Я к блогерам отношусь, мне нет такого вот коллеги, и поэтому я вот как бы плохо не могу сказать. Есть блогеры большие, известные, есть развлекательные, есть какие-то научные, там люди получают либо какие-то эмоции, если это говорить просто про развлекательные, так же, как и в телевизоре, просто получаешь эмоции, но при этом тебе никаких знаний не добавляется. Либо что-то, какие-то знания ты получаешь, либо какой-то опыт человека ты получаешь. Я часто читала в комментариях, когда там смотрела, ну, там по здоровью что-то или какие-то разные, в общем, абсолютно блоги. Люди писали о том, что как здорово, что появился интернет, и люди стали делиться какими-то своими проблемами, чисто даже вот психологические какие-то моменты, да. Раньше об этом не говорили или что-то боялись говорить. Сейчас это есть, и люди понимают, что они не одни. В этом большой плюс. Но я считаю, что в блогерской деятельности тоже должна быть какая-то и цензура, и должны быть какие-то ограничения, потому что сейчас очень-очень много блогеров, и есть, есть деятельность, которая в целом не очень полезная, скажем так, мягко скажу. И в этом как бы, вот, наверное, проблема блогеров. Есть, например, мужчины-блогеры, которые вот тоже все-таки, мне кажется, что мужчины как-то больше, наверное, не все, да, но все-таки каким-то делом все-таки должны заниматься, а не просто вот что-то говорить. Вот иногда просто складывается впечатление, что блогеры просто говорят, и ничего от этого как бы, и, в общем, не бывает и не происходит. Поэтому вот у меня в целом к блогерам нормальное отношение, но касаемо, наверное, просто я в целом такой человек, который хочет какой-то результат, и чтобы не просто так говорить, не люблю, когда вообще просто так что-то говорят. Поэтому, в общем, как-то я сказала, так обтекаемо, но я надеюсь, в целом, если рассматривать женщин-блогеров и мужчин-блогеров, я считаю, что более такая, все-таки это творческая больше специальность, направление. Я считаю, что как бы вот здесь как раз можно сказать дискриминация тоже мужчин, потому что я считаю, что как бы мужчин что-то более серьезное хочется, чем блогер. Хотя есть великолепные мужчины-блогеры, но их не так много. Все. В общем, сказала важный, я считаю, момент того, что хочется думать не только о женщинах, о том, что у них что-то не так или там их чувства задели. Хочется и думать о мужчинах. Все. Спасибо вам большое за внимание. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого законопроекта, что вы думаете о блогерах, кого смотрите, кто нравится, кто не нравится. В общем, давайте встретимся в комментариях. Пока. Спасибо за просмотр.